Всем привет, с вами Вика. И давайте посмотрим новый расклад Таро для мужчин. Она о вас честна. Что же она думает о вас на самом деле? Загадывайте женщину, настраивайтесь на расклад. Как всегда, подписывайтесь на канал, ставьте лайк, делитесь этим видео с друзьями. И давайте посмотрим, в каких энергиях вы находитесь. А для записи на личный расклад и на диагностику негатива телефон под видео. Знаете, сразу могу сказать, что вы человек действий, да? Вот именно ваши настоящие отношения ко всему и ко всем объясняются только вашими поступками. Это видно. Вот именно потому, как и что вы делаете, да? Вы не будете пустомелить, вы не будете просто болтать и бросать слова на ветер. Вы, как настоящие мужчины, да, мужик сказал, мужик сделал. Вы человек, который, в принципе, в душе вы, еще молоды, да, вот молоды душой, несмотря на то, сколько вам лет. Вы человек, который пережил, либо же сейчас переживает, довольно такую тяжелую ситуацию. С чем это было связано? Это было связано с потерей либо же женщины, семьи, жены, да, отношения у кого-то, может быть, порвались, разорвались. Какой-то период паузы у вас был после этого, пауза в личной жизни, либо же сейчас кто-то проходит паузу. У кого-то даже проиграется вот проблема в том, что как-то вот вы то ли не видитесь с детьми, то ли, может быть, очень редко вам бывшая женщина дает встречаться с детьми, и вы очень переживаете по поводу этого. Я вам скажу, что как будто у вас по жизни ситуации повторяются, да, это может быть даже не один развод, это может быть очень даже похожие вот ситуации именно с разными женщинами. Давайте сделаем снова маленький опрос, вот напишите, ребят, у вас повторяются ситуации, если у кого была, допустим, не одна жена, там, понятно, не одни отношения, может быть, были. Вот напишите, что у вас повторяется. Либо же измены повторяются, там, вранье, либо же это женщины с похожим таким, не знаю, с корыстным, может быть, характером, меркантильные какие-то. Вот напишите, всегда очень интересно читать ваши комментарии. Знаете, ощущение, что вы как будто выдохлись, усталость физическая, моральная, какая угодно, да. Я не беру во внимание даже вот интимную жизнь, потому что мне показано, что у многих из вас она была либо же очень давно, она бывает, может быть, очень редкой. И то это какая-то, вот знаете, интимная жизнь, которая особого вам удовольствия не приносит. Я сейчас говорю о холостяках, да, которые иногда вот какими-то крохами вы перебиваетесь, да, у кого-то, понятное дело, да, вот бобики ручные, грубо говоря, да, все знают уже, что такое и кто такой бобик, да. У кого-то это, такие девочки, назовем их девочки по вызову, да, подружки, может быть, старая знакомая, такая служба спасения 911, да, вы понимаете, о чем я говорю. Но это, опять же, либо же от отчаяния, это может быть от того, чтобы не было тех же самых застойных явлений, да, простатитов и так далее. Опять же, у каждого своя цель. Но то, что вы это делаете, как-то, без особой охоты, без особой отдачи. Вы понимаете, о чем я говорю, да? Вот любая девочка, вот, которую вы себе можете вызвать, назовем ее так, да, девочка там, знакомая, незнакомая, неважно. И интим с любимой женщиной, это совершенно две большие разницы, да, понимаете, о чем я говорю? Поэтому то, что сейчас вот кто-то из вас имеет, да, это никак не назовешь особым таким удовольствием. Это скорее даже вот какая-то ситуация безвыходности, может быть, даже какого-то отчаяния, да, что хоть что-то, хоть прикоснуться к телу женскому, грубо говоря, да. Печалька, конечно, в этом плане. Далее, что еще мне поведают о вас? Ой, вы такой мечтатель. Вы любите мечтать, а потом очень больно падать, когда эти мечты не сбываются. А еще лучше, вернее, лучше это в кавычках, да?
когда они разбиваются вдребезги ваши мечты, да. Вы человек, который очень любит стабильность, пунктуальность, вообще такой вот покой. Хочется покоя, как я вот сказала, вы уже устали. Вот просто устали от всего на свете. Хочется просто... Кому-то хочется, может быть, там с рюмочкой чая где-то просто на берегу моря, океана полежать, да. Хочется кому-то, может быть, просто на диване перед телевизором полежать, но жизнь, ну так вас закрутила, да, что порой очень мало бывает отдыха. Вы человечек, я вам скажу, что есть такая у вас черта, что вы, в общем-то, ну такой сомневающийся человек, да. Очень часто взвешиваете все за и против. Вы можете не доверять, вы можете сомневаться, обдумывать, передумывать. Почему? С чем это связано? Вы на самом деле ведь сильный мужчина. Почему так? Я так и думала, в принципе. После женщины, которая у вас была, вот после вашей снежной королевы, вы стали таким вот недоверчивым. Это довольно часто у нас, в общем-то, даже в раскладах выпадает, да? Потому что ситуации некоторые схожие, поэтому раньше вы таким не были. Вот раньше вы как-то больше людям доверяли, вы были более открыты, да? А сейчас вот сомнения, какие-то вот страхи, опасения, да, у кого-то комплексы могут проиграться. Вы человечек, который безумно любит детей, да, есть среди вас даже те, кто не против иметь бы еще ребенка, да, если, ну, понятно, если возраст позволяет, возможности там и так далее. Вы человек вообще открытый, очень светлый такой, всегда вот как-то стараетесь все равно, даже в любой сложной ситуации, вы стараетесь смотреть в будущее, да, вот хоть какой-то позитив, хоть немножечко искать. Вы таким образом себя как будто вот сами осознанно вытягиваете из вот этого такого, ну, может быть, грустного, либо депрессивного такого состояния, понимаете? Вот вы осознанно, да, вот вы многие смотрите и психологов, да, эзотерикой увлекаетесь, поэтому вы для себя берете вот какие-то крупицы, да, вы что-то полезное для себя берете, поэтому вы пытаетесь как-то отвлекаться от грустных мыслей, да, от какой-то безвыходности. У кого-то из вас проиграется, что у вас проблемы по работе могут быть, либо сокращение, либо же уменьшение зарплаты, либо же, может быть, какие-то функции, да, график, может быть, поменялся, и причем не в лучшую сторону. Вот как-то вот огорчает это вас, то, что происходит вот в связи с работой. Итак, давайте-ка смотреть, что же за женщина к нам пришла на расклад, и что она будет честно нам о вас говорить. Женщина, с которой вы однозначно разошлись, и с которой у вас проигрывается, ну, здесь измена. Здесь стопроцентная измена, причем может быть та, в которую вы, ну, не хотели верить. Вы могли подозревать, вы могли даже какие-то, может быть, факты иметь. Вам могли нашептывать на ушко знакомые, да, что там где-то с кем-то видели. Но вот вы как-то все не хотели в это верить, все надеялись, что все будет хорошо, да, потому что любили эту женщину. Но все-таки, что случилось, то случилось, да, вот вы все-таки расстались с этой женщиной, переживали очень долго, очень, очень тяжело, но кто-то из вас все-таки еще надеялся, либо же и сейчас надеется возобновить отношения с ней, несмотря ни на что, да. У кого-то из вас, вот несмотря на то, что вы находитесь на расстоянии, несмотря на то, что произошло, вот она продолжает оставаться главной женщиной в вашей жизни, вашей императрицей. То есть кто-то из вас готовы простить ей все, потому что, ну, не можете ее выбросить из души, из сердца, да, вот, ну, не можете. Кстати, по этой причине еще вы, может быть, даже не вступаете в новые отношения, да, вот находитесь даже, может быть, в длительном одиночестве, потому что вы не можете выбросить бывшую. Итак, что же она думает о вас на самом деле? Ух ты, вот это поворот. Сейчас кто-то из вас однозначно будет в шоке по колено. Я вам скажу, что только вот находясь на расстоянии, да, когда вот именно она вас потеряла,
Только сейчас она поняла, что она потеряла мужчину, ну такого реально судьбоносного, да. Мужчину, с которым можно было и в радости, и в горе, и мужчина, с которым было хорошо, тепло и комфортно вот во всех отношениях. У кого-то даже может проиграться, что она в душе, вот именно в душе, в мыслях, она бы хотела с вами, конечно же, помириться. Потому что она понимает, что ну, с мужчинами у нее не получается. Да, она попрыгала по жезлам, но счастья это не принесло. У кого-то, кстати, ребят, может даже проиграться, что бывшая появится через некоторое время к вам с примирением. Понятно, что она не придет, не начнет падать на колени, прости меня грешную, нет. Она будет как-то осторожничать. Это, ну, знаете, как женщины, уловки все вот эти. Сначала может быть смайлик, там, привет, как дела, либо же там, заходи на чай, там, либо же по поводу детей что-то обсудить. Опять же, у каждого это будет по-разному. Но то, что она будет вот как-то хитрить, чтобы вот именно помириться, это однозначно. Просто потому, что ей хреново. Потому что она, ну, в принципе, она не нужна тем жезлам, по которым она попрыгала. Она убедилась, что лучше вас она не нашла. И только сейчас она реально понимает, кого она потеряла. То, что вряд ли вы ее примете, это другой вопрос, да? Вы такой человек, который, ну, в принципе, не прощает вранья. Вот вы переболели, перестрадали, кто-то сейчас еще страдает, да, вот как бы вам тяжело не было, ну вот как-то вот вы не готовы ее простить. Ребят, напишите в комментариях, вот вы простили бы бывшую, если бы она появилась вот, ну, с покаянием, там, с примирением, да? Я думаю, вот все три карты нам говорят, что вранье вы не простите. Вот этот разрыв, это была, знаете, это такая последняя точка была, вот, ну как бы тяжело вам не было. Получается ситуация, что она как будто прозрела, а вы поставили точку. Ну, по крайней мере, многие, да, потому что, как я уже сказала, кто-то из вас все-таки еще надеется вернуть ее, да? Ну и, конечно же, здесь не без меркантильности, да, но вот шестерка пентаклей нам очень четко говорит, да, здесь можно посмотреть на карту и сразу все понять, да, чего она еще от вас ждет. Помимо того, что она не нужна мужчинам, никто ее не любит, никто ее не кружит, по морям, океанам не возит и так далее. Плюс еще нужны денежки. Вот ей тяжело, да, вот все карты вот говорят нам об этом, что ей безумно тяжело во всех смыслах слова. Она переосмыслила свою жизнь, она поняла, как глупо она поступила и какого мужчину она потеряла. Она поняла, что ей денежки давать и подарки, так как это делали вы, да, вот как вы полностью отдавались в отношения, в эту любовь. Никто этого не будет. Одно дело, когда ее поматросили и бросили, да, а другое дело, когда вы из себя готовы были последнюю рубашку отдать, правда? У кого-то проиграется, что вот эта женщина, она, знаете, ну реально, она в таких сейчас, то ли в депрессии находится, в таких вот тяжелых энергиях, тяжелые мысли. Она накручивает из себя, да, она таким даже каким-то самобичеванием занимается, она сама себя ругает и злится на себя. Но опять-таки до конца она не понимает, что все, назад дороги нет. То, что она сделала, это, в общем-то, не прощается. Ну, это видно даже по картам. Тем более я вам скажу, что у многих из вас проиграется вот даже, может быть, в скором времени, но новая любовь, новая женщина, новый жизненный этап. Какая бывшая. И, кстати, она очень переживает, чтобы, не дай бог, вы никого не нашли. Вот это такая, знаете, то ли женская ревность, даже какое-то собственничество, или я даже не знаю, как это назвать. Для нее это будет, конечно же, ударом. Для нее это будет шоковый шок. Вот почему-то она все равно вот надеется, что, а может быть, можно все вернуть, да, а может быть, и вот этих вот может быть, да, особенно вот те, кто не так давно разошлись. Она думает, что может быть это пауза, да, может быть оно что-то разрулится между вами. Но только бы не другая женщина, да, вот она просто не представляет, что будет, если появится у вас новая любовь, новое счастье, да, ну то есть тогда она считает, что она вас полностью потеряет. Хотя, в общем-то, даже без женщины она вас уже потеряла, правда, ребят? Ну, многих из вас, да, это общий расклад.
Поэтому, да, однозначно, здесь будет проявление, но именно вот в корыстных целях. Не потому что, ребят, вот если так анализировать все, да, вот весь расклад, то у кого вот бывшая появится, это не потому, что она там воспылала любовью. Она поняла, что она потеряла, ну, такой очень удобный вариант. Мужчину, который ее любил, кружил, вкладывался, да, то есть с вами она, ну, реально себя чувствовала защищенной за каменной стеной, и в общем-то, она и начала борзеть, потому что вы ее разбаловали, вот своей любовью. Вот вы ее разбаловали, и она посчитала, что, ну, ей все сойдет с рук, ей все простится, понимаете? Поэтому вот как-то так, что имеем, не храним, потерявши плачем. Ну, вряд ли. Мало кто из вас пойдет назад к тем же берегам. Тем более, что у вас на горизонте новая женщина. Даже вот у кого-то проиграется, что две женщины, будет стоять выбор между двумя. Вы будете выбирать, с кем же вам быть. Поэтому вот такие пироги. Бывшая, конечно же, пусть покусает локти. Локти вкусные иногда бывают на закусочку, да. Пусть поплачет, ей это полезно. Но говорю это абсолютно без иронии. Просто я не люблю людей, которые врут и предают. И я считаю, что все, что они получают, все, что им воздается, это все по справедливости. За что боролась, на то и напоролась. А вы к новым берегам, мальчишки. Вот такой был расклад сегодня. Кому понравился, ставьте лайк, подписывайтесь на мой канал, делитесь видео с друзьями. И всем пока!